Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 4 января, выпуск промежуточный, мы с вами работаем в прежнем графике. Сразу хочу попросить у вас извинения за то, что вчера у нас произошла техническая неполадка, выпустили старый выпуск промежуточный, и новый выпустили лишь сегодня с утра. Поэтому еще раз извиняюсь, действительно техническая неполадка. Также хочу сразу обратиться к нашим уважаемым зрителям, слушателям, подписчикам и гостям канала. Пожалуйста, в комментариях к этому ролику оставляйте свои вопросы, на которые я отвечу традиционно в пятницу. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику оставляйте свои вопросы. Перед вопросом пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, чтобы я обратил внимание, задается вопрос. Всем огромное спасибо за слова добрые поддержки, и мы вас также любим, вы это помните. Это действительно искренне, поэтому начнем этот выпуск сегодняшний. Сегодня у нас из таких событий знаменательных, что ли, пару. Одно событие касается напрямую России и мира, уже косвенно, а другое касается Китая, мира в частности, и России как части, все-таки части этого мира. Так, начнем с того, что Путин благословил фрегат «Адмирал Горшков». На вооружении фрегата находится ракета «Циркон», благословил его в долгое плавание. В различных морях и океанах будет фрегат бороздить моря и океаны и будет угрожать всему миру цирконами, у которых там то ли 7, то ли 8 махов, которые летят с нереальной скоростью на 1000 километров и поражают цели, обходя всякое ПВО. Я хочу сказать, что, конечно, для того, чтобы напугать мир одного фрегата и одного циркона на борту, недостаточно. Там вроде бы не один циркон, там, по-моему, их штуки 3 или 4. Даже не суть важно. Вылететь сможет, судя по всему, 1 или 2. По крайней мере, по предположениям секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Дела обстоят именно так. Но надо было послать такой сигнал. Сигнал, по мнению Путина, яркий, выразительный. Он опять трясет непонятно чем. Есть такие, раньше назывались трясуны. Так вот, Путин, как один из знатных трясунов, заглядывая в окна первого этажа, трясет непонятно чем. Цирконом. Давайте назовем это цирконом. Угрожая, что, мол, вот сейчас как полетит куда-то очень быстро и даже куда-то угодит. Я скажу сразу, мир явно не понял сигналов, не обратил на это особого внимания. Несколько таблоидов осветили это событие. Не стоит сбрасывать со счетов таблоиды. Таблоиды имеют гораздо больше подписчиков и читателей, чем, скажем, средства массовой информации, которые кичатся своим правильным подходом, правильно опять-таки в кавычках, давайте все-таки на всякий случай возьмем правильным подходом к публикации информации. Да, таблоиды иногда публикуют не самую проверенную информацию, но я вам скажу, что людям интересно знать все. Люди сами способны анализировать, поддавать анализу любую информацию и делать правильные выводы. Не стоит воспринимать людей как идиотов, особенно не стоит воспринимать людей как идиотов в довольно сытых странах. Ведь таблоиды занимают довольно широкий информационный пул как раз в странах довольно сытых. Но начнем с того, что в России вообще все без исключения является сплошным таблоидом, да, все государственные СМИ. Сейчас я, конечно, утрирую и, можно сказать, шучу. Итак, вернемся к адмиралу Горшкову. Адмирал Горшков будет бороздить, всех пугать, но никто не боится. Никто не боится. После 24 февраля прошлого года мир увидел настоящую силу
российского оружия, настоящую коррупционную силу российского оружия. Ведь основным российским оружием на сегодняшний день, весь мир понял, является коррупция. Коррупция, которая расхитила более триллиона долларов. Воюют российские войска старой советской техникой. Я не скажу, что это самая плохая техника, но куда делся триллион долларов? На покраску старой советской техники? Прекрасные деньги, прекрасные траты бюджета. Поэтому символические жесты Путин может проводить сколько угодно. Конец близок, и конец войне, и конец политической власти Владимира Путина, и конец физическому существованию в масштабе этого мира. Далее давайте перейдем к еще одному любопытному событию. Сообщают серьезные информационные агентства, те, которые перепроверяют 10 раз информацию перед тем, как дать ее публике, сообщают, что в Китае переполнены крематории. Это то, к чему приводит политика нулевой терпимости к любым болезням, в том числе и коронавирусу. Люди потеряли природный иммунитет, находясь в постоянном карантине. Постоянно используя санитайзеры, маски и так далее и тому подобное, люди постепенно теряют иммунитет. Если иммунитет здорового человека, взрослого здорового человека, способен бороться с многими болезнями без проявления каких-либо симптомов, то, конечно, спустя именно годы практически постоянных карантинов, а именно так и было в Китае на протяжении 2020, 2021, 2022 года, были практически постоянные карантины. Политика нулевой терпимости привела не просто к краху системы здравоохранения, но и к краху логистических цепочек, к разрушению некоторых довольно важных частей экономики. Не полному разрушению, нет сомнений, у меня, например, нет сомнений, как и у многих аналитиков, с которыми я консультировался, о том, что экономика Китая восстановится в ближайшей перспективе, но, еще раз повторяю, в чем состоит, собственно говоря, новость. Морги и крематории в Китае переполнены. Весь мир облетел ролик, когда родственники, не дождавшись очереди для того, чтобы кремировать умершего, решили все-таки сжечь его у себя во дворе. Я думаю, вы видели этот ролик, он бродил по телеграм-каналам, он облетел действительно очень многие информационные ресурсы. Ситуация критическая. Один из заместителей главы Всемирной организации здравоохранения обвинил напрямую Китай в фальсификации информации, которую они дают ВОЗ, во Всемирную организацию здравоохранения, и сказал, что Китай манипулирует. Манипулирует, значит, врет. Врет, значит, не договаривает, не говорит о том, что... Не то, что не договаривает, говорит неправдиво, подает неправдивые сведения. В Китае люди мрут как мухи, чему есть многочисленные свидетельства. И здесь не только данные разведки, здесь и довольно много сведений от очевидцев. Так, это наиболее значимые события сегодняшнего дня, на которые мы хотели бы обратить внимание. Мы обязательно обсудим те события, которые сегодня не обсудили в итогах недели с Сергеем Жирновым. И обязательно с вами услышимся, извиняюсь, завтра в промежуточном выпуске. И в пятницу я отвечу на поставленные вами вопросы в комментариях к этому ролику. Еще раз напоминаю, в комментариях к этому ролику можете оставлять свои вопросы, и я с удовольствием отвечу на них в пятницу. Вопрос обозначаете первым словом «вопрос» или в начале предложения ставьте знак вопроса. Огромное спасибо всем, кто относится с пониманием к нашим техническим проблемам. Огромное спасибо всем, кто проявляет внимание к нашей информации и к нашим материалам, которые мы в том числе печатаем и в телеграм-канале Генерал СВР, Генерал СВР Резерв, к нашим ресурсам, которые мы
в которых мы публикуем информацию на английском языке. Это и Инстаграм, это и Телеграм-канал на английском языке. У нас уже так довольно много ресурсов. Поэтому всем, кто уделяет нам внимание, всем, кто с нами вместе находится уже на протяжении многих лет, долгих лет, это действительно были долгие годы. Их не так много было, но эти годы были действительно долгими. Также хочу сказать, что мы вас любим, это искренне. Мы работаем для вас, вы это знаете прекрасно. И увидимся, услышимся уже завтра. Не забывайте оставлять вопросы. Те, кто хочет, да, конечно, те, кто желает получить конкретный ответ на свой вопрос, подписывайтесь на нас в Patreon. Я время от времени отвечаю на все поставленные нашими подписчиками вопросы. Ну, на практически все. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.